Салют, комрады! Очень часто вы меня спрашиваете, как сделать так, чтобы мой самокат ехал 100 км в час. Ну, либо по-другому вопрос стоит. Почему же мой самокат сотку не валит? Поэтому сегодня мы будем с вами говорить про формулу Жука. Что это за формула такая интересная? И откуда она вообще-то взялась? Значит, формула взялась из очень долгих практических мозгодрочей и экзистенциальных вычислений. И в данный момент я вам могу ее спокойно презентовать сейчас на экране. Значит, что мы видим на этой формуле? В первой части уравнения у нас стоит то, что мы хотим получить. Километры скорости. А во второй части уравнения у нас стоят три параметра. Два электрических и один габаритный механический. Первый параметр – это напряжение. Второй параметр – это ток. И третий параметр – это ширина магнитов. И вот для того, чтобы мы ехали со скоростью 1 км в час, нам необходимо иметь 1 вольт напряжения, 1 ампер тока и ширину магнитов 1 миллиметр. Ну, это по формуле. А в реальной жизни мы, соответственно, получаем реальные расчеты в реальных единицах. Возьмем для начала в качестве самого простого примера мой мотор на кастоме, мои задачи, которые кастом должен был решать, и поделюсь с вами своими личными экспериментами, да, в этом плане. Значит, от кастома я хотел, чтобы он, вообще стабильно ехал 60 км в час по городу. То есть мне этого достаточно на сегодня. Лайка ехала 50, но 50 она ехала уже как-то слабоватенько, и это был ее предел. То есть моя целевая скорость это 60 км в час. И дальше по выше приведенной формуле мы рассматриваем, да, динамику работ, которые были проведены, чтобы самокат все-таки ехал 60 км в час, очень бодро, без вопросов, без нюансов, потому что изначально 60 он не валил. Что у нас было на старте? У нас на старте была батарея 60 вольт, да? То есть помните, да, 1 км в час это 1 вольт напряжения, 1 ампер тока и 1 миллиметр магнитов. То есть для того, чтобы нам валить 60, нам надо иметь в идеале магниты 60 мм общей ширины, 60 вольт напряжения и 60 ампер тока. И вот на старте у меня 60 вольт напряжения было. И вроде как бы самокат 60 он ехал. Но уже ближе к 50 уже падала динамика, и после 50 он вообще был овощ. Поэтому назвать эту скорость 60 км в час язык не поднимался. А почему не было 60 км в час нормальных? Потому что, во-первых, мотор стоял с магнитами 5 сантиметров, а не 6. А во-вторых, контроллер, первый, который я тестировал, там, по-моему, GP был 40 ампер, а Yunli 45 ампер. То есть это тоже далеко не 60. И, соответственно, 60 самокат стабильно он не ехал. То есть надо было очень долго ждать, пока он до 60 разгонится. Потом я продолжил эксперименты с контроллерами, то есть зашли более мощные контроллеры. Фок отдавал 50 ампер, а Yunli даже 55. И вот уже как бы после 50 динамика стала повеселее, но все равно чувствовалось ее падение. И только тогда, когда я купил вот этот новый мотор,
с магнитами 60 миллиметров, у меня был ток, ну там не 60 ампер, чуть меньше, там после обслуживания на Юнли получилось 58 ампер. И напряжение 60 вольт. Вот я стабильно, уверенно чувствую, что самокат валит 60 километров в час и тазы сосут. Вот. Соответственно, при этом максималка, она больше 60. То есть максималка у меня сейчас 70 километров в час. Причем тоже как бы, ну, достаточно бодро она достигается, но ехать уже просто страшно. Это первый пример. 60 километров в час, 60 вольт напряжение батареи, почти 60 ампер ток контроллера и 60 миллиметров ширина магнитов в моторе. То есть это практически идеальное сочетание, там где вот эти вот все три параметра, они соответствуют друг другу. То есть они пропорциональны. Километры, вольты, амперы и миллиметры в магнитах. Дальше мы с вами рассмотрим пример со звездочкой. Популярный и всем известный самокат. Раньше он назывался Зонда, сейчас Текрос или Текрос, кому как удобнее. И посмотрим на его характеристики и на его максималку. Максималка у самоката 90 км в час, там плюс-минус. При этом на нем стоит два мотора шестых. Общая ширина магнитов 120 миллиметров. То есть, по идее, самокат мог бы ехать, с учетом таких характеристик магнитов, 120 км в час. Но он не едет. Два контроллера по 50, там даже 5 ампер новые Юнли. Это где-то 110 ампер тока. То есть, исходя из тока, он должен был бы ехать 110 км в час. Но он столько не едет. И оставшийся фактор у нас, да, из нашей формулы — это напряжение. А напряжение у самоката всего лишь 60 вольт. И даже с учетом того, что там стоят, ну, как бы стандартные скоростные моторы с коэффициентом где-то 1,3-1,4 километра на вольт, ток их не вытягивает до сотки. То есть напряжения не хватает. И как бы люди не пытались ехать, сотку с этого самоката они выжать не могут. Потому что магниты соответствуют, ток соответствует, но напряжение значительно ниже, чем оно должно быть, исходя из этой формулы. Ну и рассмотрим последний пример с двумя звездочками. Сегодня мы общались с моим мастером по перемотке мотора Степаном, и он мне говорит: хочу ехать 120 км в час. И вот давайте прикинем, да, какая должна быть система, чтобы валить 120 км в час. Чтобы наваливать сотку, нам надо 6 киловатт. Чтобы наваливать 120, 8, желательно 9. И вот эти вот 9, это просто впритык, это чтобы хотя бы когда-то эту скорость достичь. То есть желательно иметь какой-то запасик, да, чтобы эта скорость, она достигалась быстро. Ну и давайте прикинем, значит, 120 км в час, это как минимум 2 таких мотора, как у меня, с шестыми магнитами, на 115 статоре, чтобы общая длина магнитов была 120 миллиметров. Это минимум, а может как бы и больше, желательно больше. Этот ток должен быть, соответственно, ну, нашей формуле 120 ампер. То есть контроллеры 50-ки, их уже будет мало, то есть 60 и больше. И напряжение должно быть в районе 120 вольт. Вот из всего этого, как бы, ну, моторы не вопрос, ток не вопрос, напряжение где взять 120 вольт, и оно, ну, достаточно опасное. То есть, в принципе, там, ну, где-то надо будет 2 контроллера по 24S, какие-то смартовые, чтобы они хотя бы 100 вольт
напряжение отдавали. Но так как напряжение 100 вольт это не 120, то есть это где-то 20% разницы, то нам надо будет его чем-то компенсировать, чтобы эту скорость достичь. То есть нам надо будет ставить скоростные моторы, опять же таки с коэффициентом там 1,3 и 1,4, и доливать дополнительно ток. То есть там надо будет уже тока не 120 ампер, а где-то 150. Вот чтобы 120 наваливать комфортно, где-то 150 ампер тока. То есть, грубо говоря, да, 100 вольт, 150 ампер это где-то 15 киловатт. Потому что 9 это впритык. 9 это впритык, ехать 120. Чтобы ехать 120, надо иметь на борту 14 киловатт. Ну, хотя бы 13, но лучше 15. Ну и, соответственно, батарея должна тоже соответствовать этим задачам, потому что если мы будем тянуть на 120 км в час постоянно у 10 киловатт мощности, на разгонах еще больше 15, то, соответственно, 150 ампер это минимум надо пакеты или призматы по 60 ампер часов. То есть 24S батарея и емкость ее 60 ампер часов. Ну, можете сами посчитать, сколько это получается. Где-то 100 вольт, там не 100 вольт, там меньше. И 60 ампер часов где-то 5,5 киловатт батарея. И вот этой батарейки в режиме, да, потреблятства 10 киловатт, ее хватит на полчаса езды. Вот, то есть 60 километров вы сможете проехать на такой скорости. Ну, опять же таки, каждый дрочит как он хочет, да, у всех свои задачи, их надо как-то решать. Вопрос в том, чтобы решение этих задач, оно все-таки было оптимальным. Ну, а мы пока с вами ненадолго вернемся к нашей драгоценной формуле Жука. Я хочу обратить здесь ваше внимание еще на два момента, да, в использовании этой формулы. Мы видим, что в левой части уравнения у нас только один параметр меняется – скорость. А во второй части уравнения растет сразу три параметра – два электрических и один механический. Поэтому, ну, я думаю, что никто не идиот и понимает, что линейное увеличение скорости вызывает уже, получается, даже не квадратичный рост потребляемой мощности, да, электрический, а кубический рост. То есть затраты по электрогабаритной, электромеханической мощности у вас возрастают в кубе. То есть увеличение скорости, там, допустим, на 10% у вас вызовет увеличение необходимой мощности для того, чтобы эту скорость обеспечить процентов на 40, на 50. Потому что, как ни крути, вот только в квадрате мы не уложимся в квадрат. То есть нам нужны еще габариты мотора. И поэтому получается 3 множителя. И пропорциональность кубическая, экспоненциальная, я не знаю, как точно ее назвать, ну, короче, дохера. И поэтому решите вот для себя, да, надо ли вам валить 100, надо ли вам валить 120, какая рама понадобится, да, для этого самоката, какой прочности, сколько все это богоделие будет весить. Сможете ли вы его поднять хотя бы на табуретку, да, для того, чтобы обслужить. Я уже не говорю там на 5-й этаж в хрущевке без лифта. Вот, это такой момент. И касательно разлета параметров, да, то есть на примере своего мотора я показал вам идеальное сочетание, да, 60 вольт напряжения, 60 ампер тока и 60 миллиметров магниты. Но вернемся, к примеру, с зондой, да, 60 вольт напряжения и 100 км в час желаемая скорость целевая. То есть разлет в 40%, почти в 2 раза, в половину.
И здесь, наверное, нужно понимать, что вот эти вот параметры, да, они могут как бы плясать, да, между собой. Но вот уходить, да, от пропорций, допустим, 100 километров в час там и 60 вольт, 40%, это нерентабельно. То есть там разлет должен быть, ну, скажем так, 20%. Ну, нормальная, как бы, да, цифра. Ну, может быть, 30% это потолок. То есть, если мы в тот же зонд запихнем батарею на 20С, он уже сотку повалит. Сотку повалит, потому что 20С это на полном заряде 80 вольт, а целевая скорость 100. И получается разлет между напряжением и скоростью как бы 20% по пропорции, и это уже будет реально. То есть зонд на 20С сотку навалит. Вот такая вот сегодня информация по поводу расчета мощности электродвигателя, да, расчета в принципе всей системы под целевые задачи. Пишите в комментариях, как вы считаете мощность, задавайте вопросы. Огромное спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Андрей. И до встречи в следующих роликах. Всех обнимаю. Удачных поездок.